Друзья, всем привет! С вами канал Power Device, а это значит, подъехал очередной крутой ролик. И если вы мой подписчик, то вы уже знаете, что я развиваю небольшую серию роликов о Dynamic Island, так как эта тема стала популярной даже на Android смартфонах. Во-первых, стоит начать с новости. Лу Вейдинг, глава Xiaomi, заметил, что пользователи его смартфонов очень часто упоминают Dynamic Island. И в китайской социальной сети Weibo в обсуждении о новинке Redmi K50 пользователи написали, что хотели бы видеть Dynamic Island. Лу Вейдинг не заставил себя долго ждать, он ответил одному из пользователей: «Вы действительно хотите видеть Dynamic Island в смартфонах Xiaomi?» И здесь пошло обсуждение в интернете о том, что Xiaomi могут добавить Dynamic Island, например, в MIUI 14 или в более поздние версии, так как неспроста Лу Вейдинг интересовался об этом у пользователей. Ведь можно сказать, что по многолетнему опыту Xiaomi прислушиваются к своим пользователям и внедряют какие-то новые фишки. В общем, друзья, ждем официальный Dynamic Island, например, в MIUI 14. Надеюсь, что Лу Вейдинг не оставит эти слова пустыми. Ну а сейчас я вам покажу официальную тему, которая уже вышла в магазине тем, которая несет Dynamic Island. В интернете уже было много видео о том, как установить Dynamic Island через тему. И сколько бы я ни пытался применять ту тему на свои смартфоны Xiaomi, она все равно вылетала. Поэтому я не стал снимать об этом ролик и показывать его вам. В этом не было никакого смысла. Ну а сейчас появилась возможность установить подобную тему официально. Итак, друзья, сейчас покажу, как установить данную тему, а также заодно для вашего удобства установим в шторку вот такое воспроизведение музыки. Оно удобнее, чем стандартное, и не так часто вылетает из фоновых процессов. Сразу скажу для тех, кто увидел у меня вот эту тему на главной странице, эта тема у меня кастомная. И к данному ролику она отношения не имеет. Периодически на канале я выкладываю вот такие разные интересные сборки. Подпишитесь, чтобы не пропускать следующие ролики. А также можете уже пройти посмотреть разные сборки, они уже есть на канале. Ну а мы двигаемся дальше и зайдем в магазин тем. Друзья, в поиске нам понадобится написать такое название: Smart Pill. Вот эта первая тема нам и нужна. Заходим в нее, загружаем на смартфон. После загрузки, друзья, вы можете применить данную тему на всем смартфоне, либо как я, только экран блокировки, ведь Dynamic Island работает на ней только на экране блокировки. Но это никаким образом не мешает им пользоваться, сейчас все покажу. В общем, если хотите применить тему полностью, оставляйте все эти галочки, так как у меня стоит интересная сборка, я применю только экран блокировки. Теперь запускаем музыку. Идем на экран блокировки. Если музыка была запущена до экрана блокировки, вот здесь появляется плеер. Нажимаем play. Бум. Ничего не происходит. Это потому, что нужно выполнить, так скажем, секретные настройки в этой теме. Также далее в ролике я покажу вам, как установить вот такую кнопку play паузы в вашу шторку. Это для того, чтобы в один клик на экране блокировки можно было легко вызывать музыку. Ну а сейчас давайте приступим к настройкам нашей темы. Заходим в приложение, выбираем вот эту иконку, стиль блокировки. Здесь убедитесь, что у вас выбран именно тот стиль, Smart Pill, на нем должна стоять зеленая галочка. Потом нажимаем настройки, и вот здесь, друзья, нужно выполнить определенные действия. Идем немного вниз и включаем галочку Smart Music. На данном этапе наш островок уже активировался, сейчас мы его настроим дальше. Как вы могли заметить, находится он чуть ниже моего выреза под фронталку. Для этого я захожу вот сюда, Smart Lock Y, и ставлю здесь значение минус 50. Это именно то значение, которое подойдет под мой вырез. Естественно, вы подбираете это значение под свою дырку в дисплее. Также островок Dynamic Island можно сместить в левую сторону. Для этого нажимаем сюда и выбираем вот эту графу. После чего наш островок смещается чуть левее.
Также вот здесь можно включить уведомления зарядки, а также сообщений, но я их не включаю. Сейчас объясню почему. Данные уведомления немного смещаются выше. В этой теме не предусмотрена отдельная настройка для данного пункта. Поэтому советую вам оставить галочку «Только Smart Music». Даже если вы отключите эти галочки, сообщения на экране блокировки будут приходить вот таким образом. Теперь, друзья, о том, как установить кнопку play-паузу в вашу шторку, для того, чтобы можно было в один клик запускать плеер. Внизу под роликом в описании я оставлю ссылку вот на такую программку. Скачайте ее себе на смартфон и установите. Дальше по ходу вас будет перекидывать в нужные настройки, чтобы дать соответствующие разрешения. Нужно зайти в мультимедиа, нажать вот эту кнопку воспроизведения пауза, Enable. После этого заходим в шторку, редактировать. Идем вот сюда вниз, у вас должна появиться такая кнопка «Воспроизведение пауза». Нажимаем плюсик. Я переношу ее для удобства в самый верх. Теперь она появилась в моей шторке. Смотрите, я запускаю музыку. Останавливаю ее. Теперь она может запускаться через эту кнопку. А также, друзья, если у вас нет вот такого плеера Xiaomi снизу шторки, то вы можете установить его вот по этой ссылке. Перейдите на мое видео и посмотрите, как его установить. Все это делается в несколько кликов. Теперь, друзья, смотрите, например, вы слушали музыку достаточно давно, часа 2 назад. Она может выгрузиться из памяти. И теперь уже плеер не появится вот здесь на экране блокировки. Для этого открываем шторку и нажимаем нашу кнопку. Как можете видеть, данная кнопка принудительно пробуждает плеер, но также добавлю, и она может уходить в сон через какое-то длительное время. Я обращаюсь к тебе, зритель, подпишись обязательно на канал, чтобы не пропустить следующие интересные ролики, ставь лайк этому видео. Как всегда, желаю вам правильных девайсов и качественных настроек. Пока-пока!